Здравствуйте! Мы в Брайтоне, в английском городе-курорте, который находится на берегу Ла-Манша. А вы знали, что знаменитый район Нью-Йорка, Брайтон-Бич, был назван в честь именно этого города? Это сейчас Брайтон посещает около 8 миллионов туристов в год, а еще 300 лет назад это была маленькая, ничем не приметная деревушка. Что же изменилось за эти 300 лет и почему он сейчас так знаменит, предлагаю узнать с вами вместе. Let's go to Brighton together! Сегодня мы с вами увидим самый необычный дворец Великобритании – Королевский павильон. Прогуляемся по знаменитому пляжу Брайтон-Бич, побываем на популярном центральном пирсе, поднимемся на оригинальную смотровую площадку, внесенную в Книгу рекордов Гиннесса. Заглянем в один из множества креативных сувенирных магазинов. Узнаем о первой в мире электрической железной дороге и самом старом действующем океанариуме Великобритании. И обязательно расскажу вам о интересных музеях, которые стоит посетить, тем более, что большинство из них бесплатны. Но перед тем, как мы отправимся в путешествие по городу, немного истории о нем. История Брайтона начинается еще с маленькой рыбацкой деревушки под названием Брайтон-Стоун. За свое существование она не раз была разрушена до основания. Сначала сожжена французами, а позже смыта сильным штормом. Но Брайтону суждено было быть. И уже в середине 18 века, благодаря известному доктору Ричарду Расселу, который начал прописывать своим пациентам лечение морской водой в Брайтоне, деревушка в одночасье стала модным курортом для представителей высшего света. Особенно росту города способствовал приезд самого принца Уэльского, позже короля Георга IV. Он просто влюбился в этот город и стал его покровителем. Всю свою жизнь, особенно в юности, Георг был большим ценителем хорошего вина, еды, лошадей и, конечно же, женщин. При этом он был хорошо образованным человеком с тонким вкусом, глубоким знанием архитектуры, декоративного искусства. Только благодаря его исключительному вкусу и смелым взглядам появился такой роскошный дворец удовольствий – Королевский павильон. На сегодняшний день это самая значимая достопримечательность города. И, конечно же, первым делом мы направляемся именно туда. Честно говоря, если бы я не знала, где мы на данный момент находимся, я бы подумала как минимум в Индии. Это единственный дворец Великобритании, который оформлен снаружи в индийском стиле, а внутри китайском. Как есть на самом деле, предлагаю узнать вместе. Погнали! Первое, куда попадаешь, это вестибюль, где встречали гостей. Простота интерьера была задумана специально, чтобы подчеркнуть роскошь следующих за ним залов. Георг очень любил создавать такого рода иллюзии. Ему хотелось, чтобы гости, проходя вглубь дворца, изумлялись нарастающему великолепию. Мы заранее забронировали билеты на официальном сайте, так как это всегда немного дешевле. Стоимость на одного взрослого составила 18 фунтов. Аудиогид в стоимость не входит, его можно получить на кассе за 3 фунта. Приветствуем вас в моем павильоне, Королевском павильоне. Так неудобно. Самых грандиозных и впечатляющих сооружений. Все слушают на всех языках. Этот аудиогид Так кажется. поможет вам лучше познакомиться с самим павильоном и расскажет о человеке. Королевский павильон строился на протяжении 40 лет и стал первым сооружением в Британии, где декор в китайском стиле, названном на французском языке шинвазри, использовался не в одном или нескольких залах, а во всем интерьере здания. Я тебе хочу сладкий. Мне нравится плетеная мебель. Не вся мебель во дворце была выполнена из бамбука, а некоторые из дерева, тщательно расписанного под бамбук. Интересно выглядят китайские болванчики. Они были изготовлены специально на заказ в провинции Гуандун в Китае. У Георга их было не менее 39 штук, но он считал их скорее забавой, чем произведением искусства. Пройдя галерею, ты попадаешь в банкетный зал. Это одно из самых роскошных помещений во дворце. Георгу очень нравилось удивлять и ошеломлять своих гостей, наблюдая за их реакцией. И действительно, попадая в этот зал, просто дух захватывает. У меня такое впечатление, что король Георг IV мнил себя как минимум китайским императором. Посмотрите на это все вычурное, но в то же время классное, великолепное. Он просто удивлял и поражал своим дворцом.
Если внимательно присмотреться, можно заметить, что объемные резные листья плавно переходят в нарисованные. Этот оптический трюк создает иллюзию глубины. В конце 18 столетия в Англии джентльмены традиционно сидели по одну сторону стола, а леди по другую, в том порядке, который соответствовал их положению в обществе. Король же предпочитал иное расположение гостей за столом, которое происходило из Франции. Мужчины и женщины сидели рядом. Это открывало возможность для более близкого общения между ними и, как следствие, для легкого флирта. А королю это позволяло беспрепятственно сидеть рядом со своей очередной фавориткой. Вместо того, чтобы скучать во главе стола, он мог расположиться в центре и быть душой компании. Сервировка стола состояла из десятков блюд, и многие из них подавались на стол одновременно. Да, действительно, наверное, заходя в гости в этот зал, просто были в шоке, в культурном шоке как минимум. Даже кухня выглядела по-королевски, по-богатому, прям так красиво. Даже вот металлические пальмы. Глянь, сколько еды! Погнали! Вот тебе рыба, вот тебе... Please don't not touch. Уже сигнализация один раз сработала. Большая кухня – это одно из 5 помещений, отведенных для приготовления пищи во дворце. Здесь повара занимались в основном соусами и мясными блюдами. Король очень гордился своими кухнями и сам лично принимал участие в декорировании интерьера, поэтому нередко показывал их своим гостям. Прям так реалистично, классно оформлено. Ну, действительно, как будто ты сейчас в 18 веке и готовится блюдо на пир в том зале. Георг питал большую слабость к театральным представлениям, поэтому он уделял большое внимание внешнему виду сервировки стола. Для этого он нанимал не просто поваров и кулинаров, а в каком-то смысле художников. По сути, весь процесс приема пищи во дворце был своего рода театральным представлением, в котором больше важны были не столько сами блюда, сколько эффектная форма их подачи. Обратите внимание на лебедя, лежащего в корзине. Во времена Средневековья лебеди считались особым деликатесным блюдом. Позволить его себе могли только короли и высшее общество. Поймать и приготовить лебедя мог только тот, кому такое право было даровано лично монархом. К концу XVIII века лебедей перестали употреблять в пищу, но с тех времен и до сих пор остался закон о праве собственности. Раз в год этих лебедей пересчитывают, окольцовывают и отпускают на волю. Как сказал гид, в этом зале после трапезы собирались мужчины поиграть в карты, отдохнуть от женщин, выпить по бокалу крепкого напитка. Здесь они за бокалом спиртного вели беседы о государственных делах и политике. Чуть позже они присоединялись к дамам, и вечер продолжался карточными играми, музыкой и танцами. Так как король был полуночником и любил погулять, приемы нередко заканчивались в 2, а то и в 3 часа ночи, поэтому гости часто оставались ночевать во дворце. Георгу очень нравилось жить в Брайтоне. Настолько, что он приобрел здесь доходный дом. Он выписал из Лондона своего лучшего архитектора, чтобы тот превратил его скромный сельский дом в элегантный особняк, который впоследствии назовут Королевским павильоном. Центром этой постройки стала круглая галерея под названием «Салон». За все эти годы интерьер его неоднократно переделывался, но при этом была сохранена форма и центральное расположение. Впоследствии вокруг этого салона был выстроен весь остальной дворец. В этой галерее вели светские беседы, давали концерты, а порой даже танцевали. Когда устраивались танцы, все ковры убирали и обозначали на полумелом танцевальные позиции. Георг обожал званые обеды и развлечения, но больше всего на свете его интересовали женщины. На протяжении всей жизни у него было множество любовниц и фавориток. Первой большой любовью принца стала Мария Фицгерберт, католичка и дважды вдова. Георг понимал, что отец никогда не позволит ему жениться на ней, поэтому они обвенчались тайно. Парламент не признал этот брак законным и вынудил Георга найти себе жену-протестантку, чтобы произвести на свет законного наследника престола.
Король долго сопротивлялся, но в конце концов согласился жениться на другой. Он остановился на кандидатуре принцессы Каролины Брауншвейгской. Будущие супруги ни разу не встречались до свадьбы и при знакомстве совершенно не понравились друг другу. После свадьбы очень скоро их отношения испортились настолько, что Георг больше не мог находиться в одной комнате со своей супругой. Как только родилась их дочь Шарлотта, он стал прилагать максимум усилий, чтобы избежать общества жены. Он даже не позволял ей воспитывать их дочь, и принцесса была отдана на попечение фрейлин и почетных наставников. Музыкальный салон по своему размеру, богатству и расположению во дворце является зеркальным отражением банкетного зала. Одним из новшеств в создании внутреннего убранства дворца стало как раз привлечение не архитекторов, а именно декораторов. По всему салону можно увидеть нарисованных и вырезанных из дерева золотых змей и драконов. Под ногами лежит ковер ручной работы, как это было модно в XVIII веке. Еще одной страстью Георга являлась музыка. Он сам играл на виолончели и фортепиано, очень любил петь. Был у монарха и свой собственный оркестр, где более 40 музыкантов играли во время званых обедов и ужинов. Здесь находится красивый орган, который изготовили в XVIII веке для королевской часовни. Он заменил инструмент, установленный тут первоначально. Оригинал же сейчас находится в бальном зале Букингемского дворца. У этого зала, к сожалению, есть и несколько печальных историй. В 1975 году в результате поджога был почти полностью уничтожен потолок, повреждена настенная живопись и фурнитура. Реставрацией занимались почти 11 лет, но как только ее закончили, опять случилась беда. Мощный ураган сорвал с минарета шар, который скатился по крыше и пробил купол и пол зала. Помещение пришлось реставрировать заново, в том числе покрывать позолотой каждую из 10 тысяч ракушек на потолке. И только благодаря усердной работе мастеров мы сегодня вновь можем любоваться этим прекрасным салоном. Я предлагаю идти дальше. Там, судя по надписи, очень интересно. Там King's Apartments. Эти апартаменты – личная спальня короля. Когда Георг унаследовал трон, ему было почти 60 лет, и к тому времени его здоровье сильно пошатнулось. Всю жизнь он страдал целым букетом заболеваний. С годами ему стоило невероятных усилий подниматься по ступеням на второй этаж, поэтому архитектор перенес его спальню на первый этаж. Также для него специально была спроектирована кровать с подъемно-опускным механизмом, а в коридоре всегда стояло кресло Мерлина, подобие инвалидной коляски того времени. Справа от кровати в стене находится скрытая дверь, через которую можно было попасть на лестницу, ведущую в покои последней любовницы Георга, леди Конингем. Притом, при всем, очевидно, ему не мешало проходить к любовнице в спальню. Не знаю, может, они, конечно, в карты играли, но дверь была рядом. На противоположной стороне комнаты есть еще одна потайная дверь. За ней когда-то находилась глубокая ванна, которая наполнялась теплой морской водой. К сожалению, до наших дней она не сохранилась. Вопреки моим ожиданиям, спальня короля оказалась довольно-таки маленькой и скромной, особенно в сравнении с другими помещениями во дворце. Проходя в следующие двери, из спальни мы сразу же попадаем в библиотеку, где Георг принимал министров и занимался государственными делами, когда бывал в Брайтоне. С годами он все реже и реже стал приезжать на побережье, предпочитая больше времени проводить в Виндзоре или Букингемском дворце. Возможно, причина кроется в том, что павильон задумывался как место для развлечений и сооружался, когда Георг был еще молод и здоров. Поэтому дворец, да и сам Брайтон утратили для него свою привлекательность. Все картины того времени были написаны маслом, но этот портрет исключение. Действительно,
при первом взгляде сразу покажется, как будто картина написана маслом. На самом деле это мелкая-мелкая мозаика. Это копия портрета Георга IV, написана Томасом Лоренсом. И весит она полтонны. Мозаичное панно состоит почти из полумиллиона кусочков драгоценных и полудрагоценных камней разных форм и размеров. Мне, конечно, вот прям очень нравится эта картина. Ты все впечатляешь. Мне кажется, он все-таки немного уменьшил себе пузико, потому как, судя, распинался гид, то есть он довольно-таки тучный мужчина, уже даже с молодости был. Тобто тут ему минимально убрали, здесь, походу, убираешь живот, убрали. Все остальное. Боже. Больше меня впечатлил именно взгляд, глаз. Это как его вывернуть надо было. Такое впечатление, что он был на всех, кто подходит к картине, обращен. И что он это показывает, я не могу понять. Даже какой это? Это указательный палец? Как оказалось, на этой веселой картине изображен похотливый Георг, который собирается овладеть Брайтоном, представленным здесь в образе невинной девушки. Эта лестница ведет на второй этаж, где располагались спальни братьев короля. Первая комната принадлежала младшему брату короля, герцогу Йоркскому, занимавшему пост главнокомандующего британской армии. Ну, кроватка поменьше, чем у самого короля, конечно. Отличительной особенностью этой и следующей спален являются ярко-желтые обои, украшенные восточными узорами с изображением драконов и солнца. До начала XIX века желтый хром не производился в промышленных масштабах, поэтому его использование здесь было новаторским и современным, а также стоило больших денег. Эти огромные коробки предназначались для шляп с перьями. Вторая комната была спальней еще одного брата короля, герцога Кларенса, который после смерти Георга взошел на трон под именем Вильгельм IV. Его избранницей стала Аделаида Саксен. На момент их свадьбы Вильгельму было уже 53 года, а Аделаиде всего 26. Но несмотря ни на что, их брак оказался счастливым. Вот и подходит к концу наша экскурсия по королевскому павильону. Следующая и последняя комната во дворце принадлежала королеве Виктории. 18 лет она унаследовала престол после смерти своего дяди, короля Вильгельма IV. У Виктории было неоднозначное отношение к королевскому павильону. Она посетила его не более 4 раз. Ходили слухи, что королева не любила этот дом из-за его стиля. Но на самом деле ей были по душе китайские интерьеры. И в свое время именно она приказала собрать и вывести все внутреннее убранство павильона в Букингемский дворец. Здесь ей не нравилось прежде всего то, что дворец был слишком мал, поскольку не рассчитывался на проживание монарха с семьей, а ее собственная семья постоянно приумножалась и росла. Раздражало ее и то, что дворец стоял в центре города, и она не могла оградить себя от внешнего мира. Королева постоянно жаловалась, что когда бы ни приехала в Брайтон, ее окружала толпа горожан, так что в конце концов Виктория решила продать королевский павильон. С тех времен и до сих пор он принадлежит городу Брайтон. В общей сложности во дворце мы провели около 3 часов и получили огромнейшее удовольствие от такой необычной красоты. Однозначно рекомендую, если будете в Брайтоне, обязательно его посетить. Все, класс, впечатляешь. И, конечно же, хотелось бы услышать ваше мнение. Как вам королевский павильон? Пишите в комментариях. Знаете, по-царски выпишу чек. Королевский чек выпишу. 500 миллионов. 500 миллионов. Оп, паста закончилась. Получив незабываемое впечатление от королевского павильона, мы решили сразу отправиться на знаменитый пляж Брайтон-Бич. Дорога от дворца ведет на побережье через старинные узкие улочки, которые называются Lanes. Здесь находится множество различных бутиков, кафе и сувенирных лавок. Между прочим, Брайтон является вторым после Лондона по количеству пабов и ресторанов, которых здесь насчитывается около 700.
каждый год здесь происходит интересное событие. Между Лондоном и Брайтоном проводится пробег ретро-автомобилей. Этому мероприятию уже более 100 лет. Есть два основных правила. Все автомобили, которые участвуют, должны быть произведены до 1905 года и не должны двигаться со скоростью более чем 32 км в час. Местные жители очень гордятся, что именно в их городе в 1974 году группа ABBA победила на конкурсе Евровидения и стала популярна на весь мир. Стильный, прогрессивный и веселый Брайтон может претендовать на звание столицы вечеринок Англии, привлекая путешественников со всего мира. Ежегодно именно здесь проходит второй по величине в Великобритании фестиваль искусств, где происходят различные театральные представления, музыкальные шоу и выставки. А еще этот город называют негласно гей-столицей Великобритании. Каждый год при поддержке благотворительных организаций здесь проходит знаменитый на весь мир ЛГБТ-парад, на который съезжается около 500 тысяч человек. Все 4 дня празднования для гостей устраивается шествие по городу, клубные вечеринки, выступления знаменитых исполнителей. Вот такой он разнообразный Брайтон. И вот, наконец, мы на знаменитом Брайтон-Бич, одном из самых красивых и известных пляжей не только в Англии, но и во всем мире. Ему неоднократно присваивался голубой флаг за чистоту и удобство для отдыха. Есть очень интересная особенность у этого пляжа. Во время прилива он полностью галечный, а когда происходит отлив, обнажается песчаная береговая линия, которые радостно заполняют толпы отдыхающих. При этом стоит отметить, что даже в самые жаркие месяцы лета вы вряд ли будете подолгу купаться, так как температура воды не поднимается выше 17 градусов. Вдоль всего побережья проходит живописная набережная, любимое место жителей и гостей города, на которой находится сразу несколько популярных мест для отдыха, множество креативных магазинов, галерей, музей рыболовства, ну и, конечно же, огромное количество кафе и ресторанов на любой вкус. Не знаю, что была за задумка, но вот эти полосочки меня смущают. Оказывается, этот арт-объект называется «На плаву». По задумке художника, скульптура была создана путем соединения земного шара с южным и северным полюсами. Несмотря на всю серьезность задумки, эта скульптура уж очень напоминает огромный пончик. Все так и норовят просунуть голову внутрь отверстия. И, конечно же, я не стала исключением. Из всего этого разнообразия нам все-таки в первую очередь захотелось подняться на популярную смотровую площадку, открытие которой состоялось в 2016 году. Это первый в мире вертикальный канатный подъемник, внесенный дважды в Книгу рекордов Гиннесса, как высочайший обзорный аттракцион с двигающейся смотровой платформой и как самая тонкая капитальная постройка. Для его строительства это место было выбрано не случайно. Именно здесь в 2003 году был уничтожен пожаром знаменитый старинный пирс, остатки которого видны до сих пор. Конечно, англичане молодцы, сохраняют все, что могут, но, конечно, по мне это лишнее. Наверное, оно больше портит вид, чем вносит какую-то историю. Да, пирс старый, он 1800 года, но да сгорел так сгорел, демонтируйте. На разработку этого проекта ушло почти 12 лет, а построили его всего за 10 недель. Стоимость составила 46 миллионов фунтов. Тросы и противовесы спрятаны внутри башни, а 50% энергии, необходимой для подъема капсулы, накапливается во время спуска. Обалдеть! Стоимость билета в день посещения составляет 18 фунтов на взрослого. Но есть и выгодные предложения. Если покупать билеты заранее на сайте и на несколько достопримечательностей сразу, например, Королевский павильон, то выходит гораздо дешевле. Совсем не страшно, просто чуть-чуть в туалет хочется, а так все хорошо. Класс! Следующая остановка Сириус.
Класс. Ну, медленно. Так бы, знаешь, как вверх. Класс. Наверное, сейчас будет самое интересное. Вы знаете, капсулу немного пошатывает. Хотя я читала, что она предназначена даже при ветре 162 км в час, она выдерживает. Но когда ты здесь, ее немного пошатывает. Прям сердце замирает. Мамочки, какая там высота! То есть мы сейчас максимально поднимемся на высоту 138 метров, и она остановится. Сама башня высотой 162 метра. Можно индивидуально экскурсию заказать и подняться на самый-самый верх. Там есть небольшая площадка, и 6 человек ограниченно могут на ней находиться. Эта капсула останавливается, и по внутренней лестнице ты поднимаешься на самый верх. Ну, наверное, еще те себе ощущения. Я, конечно, не способна на это. Максимум в капсуле. Ну, класс. Красиво. Говорят, при солнечной погоде видимость составляет около 40 километров. Отсюда открывается красивейший вид почти на все графство Сассекс. Вот так вот можно и здесь сидеть. И перемещаться по кругу, чтобы видеть всю панораму. Все, мы остановились. Такие прикольные дутые стекла здесь. Сама эта конструкция, вот именно только стеклянная капсула, весит 93 тонны. Здесь можно выпить шампанского или чашечку чая, по-английски с молоком. А вид-то какой! В общей сложности время на смотровой площадке вместе с подъемом и спуском составляет 30 минут. Как по мне, этого времени достаточно, чтобы полюбоваться красивыми видами вокруг. Ну все, наша чудесная поездочка подходит к концу. Класс, супер, мне понравилось. Советую. Ай! Главное теперь вылезти. Получив порцию адреналина и восторга, мы отправляемся дальше исследовать набережную города. Меня сразу же привлекли яркие магазинчики-галереи, которые находятся вдоль всей набережной. О, Фредди Меркьюри, смотри. Из маленьких-маленьких его фотографий сделана одна большая. И, в общем, получается целостная картина. Пошли. Чего здесь только нет, поражает фантазия и креативность мастеров, однако цены здесь довольно-таки немаленькие. Мне так нравятся такие штучки. Класс. И как музей стоит зайти и посмотреть. Ставим отзыв. Супер. Интересно прогуляться и по Дворцовому пирсу. Это единственный из 3 пирсов, который сохранился в Брайтоне. Изначально он был построен и использовался для приема пассажирских судов из Франции. Его длина составляет 524 метра. По всему периметру находятся кафе, рестораны, игровые автоматы, а также аттракционы для детей и взрослых. Необычное действие происходит здесь каждый вечер. Огромное количество скворцов красиво кружат над морем. Говорят, это зрелище может длиться несколько часов. А всем любителям морской жизни советую посетить один из старейших океанариумов в Великобритании под названием Силай, открытие которого состоялось еще в 1872 году. Находится он всего в 5 минутах ходьбы от Брайтонского пирса. Сегодня здесь обитает более 5500 морских животных, населяющих моря и океаны нашей планеты.
Помимо того, что вы можете понаблюдать за их жизнью, находясь в подводном прозрачном туннеле, также здесь возможно и потрогать некоторых из них в специальном аквариуме, например, морских звезд. Детям и взрослым понравится покататься на лодке с прозрачным дном, рассматривая проплывающих обитателей на расстоянии вытянутой руки. Все ссылки на сайты для покупки билетов и часов работы я оставлю в описании. На самом пляже, недалеко от пирса, находится музей рыболовства, построенный в дань истории города в прошлом рыбацкой деревне. Здесь представлены традиции и обычаи рыбаков, архивные записи их пения и разговоров, а также артефакты и различные старинные лодки. Еще один не менее интересный музей находится ближе к центру города и посвящен естествознанию и науке. Тут представлены различные чучела птиц и млекопитающих со всего мира, а также огромная коллекция бабочек и множество различных окаменелостей и минералов. В этом музее мы, к сожалению, не были, но в идентичном мы были в другом городе, нам очень понравилось. Следующий музей является одним из самых посещаемых в Брайтоне. Это музей игрушек и моделей. Находится он прямо под железнодорожным вокзалом. За вход, конечно, уже придется заплатить 8 фунтов за взрослого и 5 за ребенка, но поверьте, это того стоит. На огромной площади в 4000 квадратных метров можно увидеть более 10 тысяч различных игрушек и моделей из разных стран, изготовленных с 18 по 20 век. Чего здесь только нет, все перечислить просто невозможно. Я думаю, посетив этот музей, в восторге будут не только дети, но и взрослые. А вы знали, что первая в мире электрическая железная дорога, действующая до сих пор, была открыта именно в Брайтоне? Это знаменательное событие состоялось еще в далеком 1883 году. Названа она была в честь своего создателя, английского изобретателя Магнуса Волка. Узкоколейная дорога имеет длину чуть более 1 мили и проходит вдоль набережной города. Между 3 станциями перемещается небольшой практически игрушечный вагончик, больше похожий на детский аттракцион. И тем не менее, железная дорога Волкс является важной достопримечательностью, которой очень гордятся и берегут жители города. Какой необыкновенный закат в Брайтоне. Нам просто повезло. Вот и подошло к концу наше путешествие по удивительному городу Брайтон. Даже природа решила нас побаловать и подарила красивейший закат. Мы очень рады, если вам понравилось видео и вы досмотрели его до конца. Это наш первый опыт, и мы максимально старались передать всю атмосферу и эмоции от увиденного. Надеюсь, у нас все получилось. А как вам Брайтон понравился, пишите в комментариях. Как говорят, путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Кому-то для этого нужна мотивация, а нам нужна ваша поддержка, чтобы и дальше делиться новыми видео и рассказами об интересных местах, городах и странах. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее путешествие. И до новых встреч!